Всем привет! У нас опять обустройство квартиры. И так как в прошлом ролике я так восторгалась новым дополнением, на самом деле это игровой набор, что я половину слов позабывала, и в этом ролике я буду исправляться. Так вот, нас ждет игровой набор интерьер мечты и новая карьера дизайнер интерьеров. И я в таком была восторге, что, в общем, забыла все на свете, потому что я очень жду этого дополнения, прям как манна небесная, потому что мне кажется, что это прям то, чего хотели все симеры, которые строители всей этой новой мебели, всех этих новых всяких комплектов и всего прочего. В общем, это все, чего мы так сильно ждали. И в ожидании этого нового набора я решила потренироваться. И поэтому сегодня у меня не постройка с нуля, я ничего не сносила, я просто обустраивала квартиру для рок-группы. Да, я пошла по всем стереотипам, она такая очень стереотипичная квартира получилась, немножко захламленная, немножко бедная, немножко богатая, вот, но я получила удовольствие, и мне кажется, это самое главное. Вот, а еще у них нет плиты, потому что я решила, что она им не нужна. Так вот, сначала историю квартиры, а потом история о том, как я не могу дождаться нового дополнения. Игрового набора. Почему я постоянно путаю? Потому что, в принципе, функционал такой большой, и такое большое количество предметов, и в кассе там изменения, что такое ощущение, что это целое дополнение. На самом деле это всего лишь игровой набор, но, хочу сказать, разработчики прям потихоньку начинают превосходить сами себя. Так вот, по поводу квартиры. Квартира как бы создана по мотивам того, что была такая группа ребят, которые собрались, что-то там поиграли, записали, получили свою первую славу, получили первые гонорары и решили все вместе поселиться в одном месте для удобства, чтобы можно было и писать, и репетировать, и жить вместе, чтобы не терять время. Поначалу, на самом деле, это очень частая история, когда вначале все живут в одном месте, пока они там только раскачиваются, только там пишут, например, первый альбом. Вот. И, в общем, они такие все молодые, классные, веселые. И вот они себе арендовали целый пентхаус, но он типа был пустой, и они что смогли, то туда и принесли, как бы. Что было, что им там кто-то что-то отдал, то они и поставили. Поэтому тут разные стулья. На самом деле, разные стулья — это прям моя история, я обожаю. Не люблю вообще одинаковые стулья ставить вокруг обеденного стола. Мне кажется, это очень скучно. А вот разные стулья, такие подобранные друг под другом, мне кажется, это прикольно. Так вот, у них, конечно же, есть барная стойка, у них, конечно же, есть большой обеденный стол, потому что их 4 человека, но у них бывают гости, и очень часто. У них вот такая вот странная кухонная зона, где вроде бы все есть, но не все так, как надо, что-то захламлено, что-то красивенько стоит, в общем, такое все разнобойное. Плюс, конечно, плакаты, гитары, еще плакаты, какие-то штучки-дрючки, красный холодильник. Я сначала, правда, поставила розовый, потом поняла, что он немножечко не вписывается в их архитектуру, и решила поменять на более яркий, такой интересненький холодильник. Повторюсь, плиты нет и не будет. Да, они питаются пиццей, они питаются тем, что можно разогреть в микроволновке, а также потом у них на улице будет гриль. Мне кажется, этого достаточно. Вот. И, конечно же, у каждого из них будет свое спальное место. Так как у нас 4 человека, у нас будет 4 спальных места, двухспальные кровати. Потому что, на самом деле, места очень много. Квартира вот эта пентхаусная, она вообще немножко странненькая такая, такая большая, непонятная, несуразная. То есть изначально она тут практически не обставлена, и надо как-то придумывать, что куда поставить. И, в общем, как-то очень, дурацкая планировка, дурацкое наполнение, высоченные эти стены, колонна это посередине. Ее, конечно, можно убрать, но мне кажется, с ней интереснее, конечно. В общем, какой-то очень странный с этим аппендиксом еще наружу. Вот. У нас, кстати, тут такие классные шкафы я поставила с одежоночкой, потому что они у меня такие модные ребятки. Я, в принципе, когда создавала, так постаралась не оторваться на полную катушку. Но сделать их вроде, опять-таки, стереотипичными и не очень стереотипичными. Плюс у них у каждого двухспальная кровать, еще и потому что, мне кажется, так удобнее. Потому что я, например, терпеть не могу спать на односпальных. У меня был опыт, но я вечно скатывалась куда-то.
Вот, поэтому им я решила создать более комфортные условия, но вот такие вот странные. Один из участников, в принципе, спит на надувном матрасе. Да, вот эта зеленая штука, это, скорее всего, надувной матрас, но выглядит именно так. Я подумала, что это было бы прикольно. Типа, ой, у нас не хватает денег на еще одну кровать, давайте просто надуем ему кровать. Просто матрас, кинем туда подушки, он будет спать. Я думаю, что это примерно так и было. Плюс у них нету тумбы под телевизор, мне кажется, это прикольно. Вот, у них есть камера, которая будет их, возможно, что-то снимать, какой-нибудь лайв, что-нибудь такое, какой-нибудь влог их жизни, создание первого альбома, мне кажется, прикольно. А еще что-то мне казалось, я помнила, что раньше были эти игровые приставки, и то ли я слепошара, то ли их нету, а куда они делись, я так и не поняла, чтобы можно было все вместе играть в видеоигры. Я что-то искала, и, в принципе, так и не нашла. Я не знаю, что это такое. Если бы я знала, что это такое, но я не знаю, что это такое. Поэтому что-то я не нашла, но вообще предполагалось, что там будет приставка, они могут все вместе играть. Мне вообще, кстати, понравилась эта идея с большим ковром, потому что, типа, они перед телеком, у них подушки, у них какие-то креслицы тоже разнобойные, и, в основном они на ковре как бы могут сидеть, смотреть телек, слушать что-то, вот. И, конечно же, я добавила еще, кстати, инструменты, немножко пораскидала. А еще, когда я начала просматривать вообще, какие есть инструменты, я поняла, что у нас вообще мало инструментов, и у нас нету барабанов. Вообще, они должны быть, в принципе, но их и нету. Я, кстати, в прошлом ролике говорила о том, что все скучают немножко по геймплею Sims 3, и я вспомнила, что там была «Жизнь в городе», и там можно было создать свою группу. Там реально были все инструменты необходимые, да, там были клавиши, гитары, ударные, вокалом можно было тоже заниматься, но можно было создать свою группу, и ты, типа, назначаешь или кидаешь объявление, и ты, короче, можешь выступать в каком-нибудь баре, где там есть место для этого, и твоя группа вся там собирается, вы можете там дома собираться репетировать, и как бы прокачивать свои навыки, и вам за это даже какие-то деньги дают. То есть я помню, я играла. То есть, Sims 3, он практически все те дополнения, которые вот были, есть уже в Sims 4, они там уже были. Плюс, конечно же, ферма там была. Я помню, я дрессировала лошадей. Я очень хорошо это помню. Это, может быть, это был Sims 2. Мне кажется, все-таки Sims 3. Ну вот «Жизнь в городе», и по поводу инструментов я точно помню это дело, потому что у меня была группа, которую я развивала, и сейчас немножечко скучаю, потому что, по сути, у нас есть только клавиши, есть скрипка и гитара, все. И как бы, орган. Но орган немножко не то. Как бы, и все. И как хотите. Поэтому у меня такая очень куцая комната для репетиций получилась. То есть я вот в этот момент осознала, что что-то не так. Что чего-то мне не хватает. И, в общем, как-то так пустенько получилось, поэтому я завешала все наградами. Так вот, у наших ребят еще снаружи есть джакузи. Есть гриль, да, у них джакузи есть. Я, на самом деле, не планировала его ставить, но просто я искала столик для пикников, знаете, такого, который со всякими штуками такими внутри. В общем, пока я его искала, и мне попалась джакузи, и я подумала, что это идеально. Они же выше всех, хотя, наверное, дом напротив выше все-таки. Я думаю, они не из робкого десятка, не сильно стеснительные, поэтому у них есть джакузи на улице, по сути, на крыше, а с другой стороны у них танцплощадка, да. Я предполагаю, что они все-таки будут собирать каких-то своих друзей, тусить там, а может быть тоже играть, потому что внутри вот этой стеклянной штуки я сделала репетиционную базу, и я думаю, что чисто технически можно открыть дверки, и будет полноценный живой звук, живой концерт. И если они не хотят играть, они включают диджейскую установку и как бы тусят, танцуют, и все прекрасно и замечательно. Мне кажется, кстати, получилась очень уютненькая такая берложка, симпатичненькая, в которой есть все, что нужно, есть туалет, правда, всего один, вот это единственное, что, конечно, немножечко не очень. Но я решила вообще не переставлять стены, то есть я все-таки себя готовила к новому дополнению, потому что, насколько я поняла, там не всегда можно будет и нужно будет менять
как это называется? Ну, короче, стену можно будет двигать, поэтому я подготовилась к этому. Хотя вроде как можно будет, там, по-моему, какие-то дополнительные комнаты. Ну, еще чуть-чуть, и мы приступим к этому. И, кстати, в репетиционной комнате там ковры лежат специально. Это не случайно. И я точно знаю, что зачастую они там есть просто для того, чтобы поглощать звук. И я, кстати, заметила, что многие музыканты, пока репетируют, они ходят вообще босиком, потому что долго в ботинках не хочется находиться, многие размываются, поэтому очень часто все рэп-точки как бы усланы ковролином, либо коврами. Ну и плюс, конечно же, звук не проходит вниз, особенно если это какое-то здание не специально предназначенное для репетиции, это не отдельно стоящее. Все-таки нужна какая-нибудь звукоизоляция. А здесь как бы предполагается, что соседей сверху нету, сбоку нету, можно так репетировать. А вот для соседей снизу они постелили коврики. Я тут напихала, конечно, много на всяких наград, ну, типа они уже достаточно известные, но, возможно, они бы уже жили в другом месте, но они пока типа копят, они пишут альбом, поэтому они все живут вместе. Это частая практика, когда нужно написать альбом, группа закрывается в одном помещении и усиленно занимается только этим. Так вот, по поводу нового дополнения. Повторюсь, я в прошлом ролике была в таком каком-то прострации от этого всего, потому что я не так давно узнала, я немножко выпала из жизни, и симошной, и старалась не читать новостей, чтобы это меня не отвлекало, чтобы я могла полноценно учиться, потому что если бы я узнала раньше, мне было бы очень сложно закончить свою учебу полноценно. Вот, я в полном восторге, я очень жду, я очень хочу создать Сима и делать ролики на эту тему, ходить, всем какой-то новый интерьерчик делать. Я прям чувствую, что это будет такой многосерийный сериал дизайнера интерьеров. Мы пройдем от самого начала до самого конца. Это будет прям то, что я хочу. Конечно, я очень буду отдельно строить всякие там квартиры, комнаты, дома, потому что много-много новой мебели, потому что это же интерьер мечты, и там должно быть много мебели. В общем, восторгов много, я уже прям потираю ладошки, очень-очень жду. Вот отвожу душу на таких проектах, потому что, вы знаете, я люблю захламленное, что-то такое непонятное, потертое, какое-то заваленное вещами. Это прям мое. Я до этого как-то открещивалась от этого, считала, что нужно и красивые квартиры строить. Но красиво у меня плохо получается, откровенно. Мне неинтересно их строить. А вот что-то такое, это прям вообще, это прям мое. Так что я нашла свое призвание, буду развивать свои таланты, и вам желаю найти свои таланты, развить их и получать удовольствие от этого процесса. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.